Приветствую, друзья! На поле боя русская армия продолжает продвигаться вперед, и на картах также это можно заметить. И, естественно, укрепрайоны натовской частной военной компании не выдерживают натиска русской армии, хотя, в принципе, за вот такое большое наступление речь не идет, а конкретно малыми группами делается то, что, собственно, сейчас мы видим на картах. И натовские наемники также вынуждены это дело подтверждать. И, несмотря на то, что им очень не хочется, все равно они все-таки вынуждены соглашаться с тем, что у русской армии есть продвижение. При этом наша армия продолжает уничтожать различные переправы и мосты для обрушения логистики натовской ЧВК ВСУ и, естественно, уничтожает каждый день различную натовскую технику, при этом от нее порой мало что остается. Ну и также, конечно, идет процесс денацификации. Вот конкретно идейный нацист еще на Майдане скакал в 2014 году и теперь уже, знаете, доскакался до Бандеры. Ну и, естественно, не только вот украинскими нацистами обходится на поле боя русская армия. Вот конкретно уже и заграничные нацисты, и конкретно с Колумбии очень много персонажей, поэтому колумбийский народ, конечно же, русской армии выражает свою глубокую признательность, потому что этих подонков американцы готовили для того, чтобы измываться над колумбийским народом. А теперь они, получается, уже ни над кем измываться не будут и, собственно, уже отправились к Бандере. При этом около линии фронта мы видим, что ВКС РФ активно используют авиабомбы с модулями коррекции планирования, и не только, и на кадрах можно заметить очередные прилеты по различным военным объектам натовской частной военной компании ВСУ. Но если объект сильно укреплен, то тогда прилетает ФАП-3000, а это все-таки практически 3 тонны взрывчатки с модулем коррекции планирования, и, естественно, тогда случается очень и очень большой прилет, и можно на кадрах заметить последствия подобных прилетов. Однако ВКС РФ не ограничилась прифронтовой территорией, особенно этой ночью, потому что мы видим, что на столицу натовского Нидеррейха сегодня ночью был очень и очень масштабный налет. И, собственно, стоит заметить, что и очень результативный, потому что на подобного рода фотографиях, которые приходят оттуда, конечно же, четко видно очень и очень много попаданий по различным объектам натовской ЧВК ВСУ. Несмотря на то, что режим Зеленского прячет военные объекты натовской ЧВК прямо в жилой застройке. И, собственно, здесь нужно отметить, что ВКС РФ просто ювелирно отработали таким образом, что ключевые объекты очень серьезно были повреждены и уничтожены. Ну а, собственно, жертв среди мирных жителей-то особо и нет. Единственное, что, конечно же, взрывная волна сделала свое дело. Очень много где поубивало стекла. Особенно это касается Борщеговки и так далее. Но, тем не менее, мы видим, что по факту били именно очень четко по военным объектам. В первую очередь это касается, конечно же, Борщеговки, ну и Соломенского района. В Соломенском районе, как известно, там позиционный район натовских систем ПВО, Патриот и не только. И, собственно, туда прилетает по понятным причинам. Ну и, собственно, не только аэродромом на Жулянах ограничились ВКС РФ, а еще и били по различным складам интересных вооружений натовских. И, собственно, масштабы пожара, конечно же, вы все можете видеть конкретно на фотографиях и видео. И, собственно, тушили его практически до обеда сегодня. Ну и, собственно, даже с применением вертолетов, потому что, очевидно, горело очень и очень сильно. И это даже вызвало определенные проблемы, потому что, судя по всему, очень и очень много было интересных веществ. И также можно заметить, что очень серьезно был загрязнен воздух в Киеве, что опять же намекает на то, что режим Зеленского прямо в жилой застройке расположил очень серьезный военный объект. Ну и, собственно, как следствие, также со спутника было видно конкретно, где были этой ночью пожары, которые продолжались до утра. Однако этим ВКС РФ, конечно же, не ограничились. И, собственно, можно заметить, что очень жестко сегодня пролетело по военным объектам натовской ЧВК в Кривом Роге. И очевидно, что, собственно, режимники Зеленского стали заявлять о том, что там-то 2 человека всего случайно ранены и так далее. Но по факту стало понятно по веренице скорых о том, что там прилет был очень и очень результативный. И, собственно, много натовских наемников там
уничтожено, ну и очень много раненых. По нашим данным, там около 50 персонажей отправились к Бандере, ну и около сотни персонажей находятся сейчас уже в состоянии 300. При этом, собственно, удар по Кривому Рогу, по объекту натовской ЧВК ВСУ проходил с помощью авиабомбы, той самой, которая может с модулем коррекции планирования пролететь 100 километров. И также натовские наемники это отмечают, что по факту, собственно, авиабомба с модулем коррекции планирования, преодолев 100 километров, фактически попала в расположение натовской ЧВК. Тем временем режимники Зеленского пытаются хоть как-то нанести урон нашей промышленности и поэтому пытаются бить по различным предприятиям, которые задействованы в производстве дронов камикадзе Герань, сотни которых просто каждый день сейчас атакуют объекты натовской частной военной компании ВСУ. И при этом, собственно, конечно же, на этом никто не ограничивается, потому что в бессильной злобе режимники Зеленского бьют хаймерсами просто по жилым кварталам Донецка, и это, естественно, заканчивается очень печально, потому что жертв среди мирных жителей, к сожалению, избежать не удалось этими сутками, и, конечно же, мы видим, что даже вот американские хаймерсы не жалеют для того, чтобы бить именно по гражданским. При этом наши расчеты ПВО русской армии активно уничтожают натовские дроны, и на кадрах можно заметить, как это происходит. Ну, а наши инженеры вовсю сейчас работают над тем, чтобы как можно больше сейчас в войска уже поставлять лазерных систем ПВО, которые могут надежно закрыть небо от натовских дронов. И сейчас очевидно, что эти системы проходят очень серьезное тестирование, причем не только на полигоне, а также в боевых действиях. И, собственно, что-то мне подсказывает, что таких систем очень скоро на поле боя станет значительно больше. Сегодня также прошел обмен пленными, конкретно людьми, которые имеют очень серьезные хронические заболевания и так далее. И, собственно, это можно, конечно, только приветствовать. Ну, а недофюрер, который ранее рассказывал, что ни в коем случае не хочет встречаться с Владимиром Владимировичем, уже в очередной раз просто просил, что срочно с ним нужно увидеться, потому что это легитимизирует Зеленского и, собственно, поднимет его рейтинг, и поэтому недофюрер сейчас просто жаждет встречи с Владимиром Владимировичем, и по этому поводу даже уже интервью западным СМИ выдает. Однако, с учетом суровой действительности, абсолютно без надобности Владимиру Владимировичу видеться с недофюрером, потому что с его хозяином и так он может говорить напрямую. И, собственно, по этому поводу общались, конечно же, с Трампом по телефону. И, естественно, Владимир Владимирович обозначил, что цели СВО не выполнены, а значит, собственно, русская армия будет продолжать выполнять поставленные задачи. И Трампа это очень расстроило. Он по этому поводу публично даже сказал, что он очень и очень расстроен и так далее. И что Байден, сволочь и негодяй, в этом всем виноват. Но по факту очевидно, что вот потуги Трампа никаким образом на вот боевые действия не влияют. Ну, собственно, потому что позиция США, она двойственная. С одной стороны, они рассказывают, как они хотят мира, а с другой стороны, они продолжают поставлять военную технику, разведданные, спутниковые данные, различные ракеты, беспилотники, технологии и так далее. И, естественно, при таком вот сценарии боевые действия будут продолжаться, потому что Соединенные Штаты Америки продолжают быть стороной конфликта, хотя и пытаются сейчас выйти с этого конфликта и минимизировать издержки. А вот Урсула фон дер Ляйен с Евросоюза заявила о том, что к концу года Евросоюз планирует передать 2 миллиона артиллерийских снарядов для натовской частной военной компании ВСУ, которые они закупили на доходы с российских активов, которые они заморозили. И это на самом-то деле очень показательная история для абсолютно всех стран, которые ранее хранили свои активы, в том числе и в странах Евросоюза. Но теперь это, конечно же, перестанут делать, потому что по факту мы видим, что любая цивилизованная страна, она уже понимает, что если держать активы в Евросоюзе, то в любой момент эти активы просто своруют, и эти деньги будут использовать против страны, у которой своровали. Поэтому сейчас, конечно же, эта история очень показательная, и многие в Европе даже не понимают, что с точки зрения финансового рынка они просто стреляют себе в ногу. И это на самом-то деле хорошо, потому что падение евро и доллара эти процессы только ускорят.
Параллельно с этим Евросоюзу передали привет из Китая и обозначили, что натовской частной военной компании придется очень и очень печально, потому что Китай не допустит, чтобы западные страны через свою прокси-структуру в виде режима Зеленского добились успеха. И это, знаете, очень и очень жесткая позиция Китая, которая обозначает, что он фактически в этом моменте выступает стратегическим союзником нашей Родины. Но пока Китай объясняет Евросоюзу, что будет дальше, мы видим, что в России идет очень активная зачистка различной криминальной диаспоры. И вот уже конкретно очередного вора в законе арестовали, который ранее был, судя по всему, неприкасаем по каким-то причинам, но сейчас все поменялось, и сейчас вот конкретно с азербайджанской диаспорой уже, собственно, система будет поступать очень и очень жестко, и это в первую очередь касается разбирательства в отношении их влияния и участия в криминальных различных элементах на территории Российской Федерации. И все это дело будут очень жестко сейчас чистить. А вот в Соединенных Штатах Америки Палата представителей проголосовала и поддержала законопроект Трампа в отношении того, что потолок госдолга увеличивается на 5 триллионов, ну и бюджет военный увеличивается до более чем тоже триллиона в год. И это, конечно же, мягко говоря, противоречит с тем, что заявлял Трамп. И по этому поводу Илон Маск уже обозначил, что как только Трамп этот законопроект подписывает, то Маск будет уже делать свою политическую партию в США. И здесь можно разве что только поаплодировать, потому что чем больше между собой выясняют отношения вот олигархи международные, тем лучше. При этом Соединенные Штаты продолжают вести тарифную войну и уже обозначили, что теперь они письма будут отсылать в каждую страну с конкретным процентом пошлин. И Трамп рассказывает всем публично, что теперь Соединенным Штатам будут платить, значит, те страны, которых Соединенные Штаты сейчас нагружают подобного рода пошлинами. Но по факту платить будут конкретно простые американцы, потому что это эта пошлина, которая платится, она платится в первую очередь через потребителя, то есть конкретно американцев, которые будут покупать продукцию, которая приехала в США из-за границы. И поэтому здесь Трамп, когда рассказывает, что теперь Америке будут платить, то конкретно в госбюджет США будут платить американцы. Просто гораздо больше, нежели они до этого делали. То есть фактически Трамп грабит таким образом американский народ впрямую. Забавно то, что некоторые советники Трампа требуют, чтобы с России сняли различные санкционные ограничения на торговлю энергоносителями. Но беда в том, что США сами торгуют энергоносителями и, естественно, санкции снимать не будут, потому что это лишит американские энергоносители конкурентного преимущества, потому что сейчас в Европе, например, вынуждены покупать американские нефть и газ просто дороже, потому что Россию обложили санкциями. И подобного рода нечестная конкурентная борьба, она, естественно, будет продолжаться, пока европейские страны будут это терпеть. Ну а пока в сети появляется все больше и больше так называемых точечных ударов режима Нетаньяху по Ирану, и мы видим, что конкретно бьют даже по, собственно, проспектам. Мы видим, что в Беларуси идут просто, знаете, такие очень странные процессы, потому что там выпустили, как мы знаем, Тихановского, и этот персонаж сейчас максимально жестко маргинализирует белорусскую так называемую оппозицию во главе с Светкой Тихановской и делает заявления, которые очень, знаете, комичные на самом деле. Давайте послушаем. Они сами меня тоже давно готовили тоже. Меня же откармливали последний месяц. Если бы вы меня видели не откормленным, да и 2 года они мне давали двойную порцию, вообще 2 года. А последний месяц уже и масло, и творог, и там что только не давали, и молоко, сок, давали там мясо и жир какой-то, кошмар. Да-да, вы все правильно поняли, кошмар. Этот кошмарный режим в Беларуси просто закармливал бедного оппозиционера и маслом, и молоком, и мясом, и, значит, различным творогом и так далее. В общем, ужас, что творил белорусский режим. Ну и теперь, как вы понимаете, Тихановский на свободе, и кормить его перестали в Беларуси. Поэтому он требует, чтобы ему срочно отправляли донаты на борьбу с режимом в Беларуси. И по этому поводу он просто начал жестко возмущаться, когда оказалось, что белорусы просто не хотят никаких перемен в Беларуси, не хотят уничтожения
признание суверенитета своей страны. И по этому поводу Тихановский очень-очень серьезно на белорусов обиделся. Я обратился к вам за помощью, и вы задонатили мне 1000 евро. И ждете мощного удара по лукашизму через 3 недели. Стыдно и больно. Кто-то должен прийти и за вас все сделать. Да-да, вы все правильно поняли, Тихановский возмущен, потому что белорусы не платят деньги за его деятельность, и поэтому, конечно, он сейчас побежит по большому кругу различных натовских спецслужб, в Евросоюзе их достаточно, чтобы ему, так же как и Светке, тоже выделили бюджет, и тогда он, естественно, донаты у белорусов просить перестанет, потому что, как практика у него показывает, это гиблое дело, белорусы просто не хотят таких неадекватных персонажей и натовских фактически агентов на должности главы Беларуси. А в России параллельно с этим Роскосмос запустил очередную ракету с военными спутниками на борту, и эти спутники уже вышли на заданную орбиту, и тем самым теперь у ВКС РФ будет еще больше возможностей, и это можно разве что только поприветствовать. На этом, друзья, у меня все. Выводы, конечно, делайте сами, а также не забывайте подписываться ко мне на телеграм-канал. Там всегда больше интересного, нежели в видеоформате. Ссылка по традиции в описании, либо вбивайте в поисковики запрос Дмитрий Василец, телеграм, и все у вас получится. До скорого.